привет! Сегодня мы будем устанавливать кондиционер. Что для этого нам потребуется? Медная труба, дренажная трубка, теплоизоляция, межблочный кабель, перфоратор, вальцовка с труборезом, станция, манометрический коллектор ее еще называют, вакуумный насос, уровень, ну и, возможно, болгарка, а также риммер. Кронштейны у нас уже установлены, монтаж будет производиться на вагон-дом. Приступим, распаковываем внутренний блок. Кондиционер Green, семерка ХХ1. Кондиционеры данной марки достаточно качественные и неприхотливы в монтаже. Особенно порадовал дизайн данных кондиционеров. Приступим к монтажу. Сделаем отметки нужных размеров нам для установки планки, на которой в последующем будет висеть сам внутренний блок. Для этого вам потребуется уровень, ну и в зависимости от типа стены прибор, с помощью которого вы будете вворачивать саморезы или пластиковые юбиля, то на чем будет висеть планка. Некоторые ошибочно думают, что кондиционер должен иметь уклон в сторону слива конденсата. Это ошибочное мнение. Никаких уклонов внутренний блок иметь не должен. Должен висеть строго по уровню. Вот почти закончили мы прикручивать планку. Последние замеры. На самом деле каждый кондиционер имеет свой паспорт, в котором указаны необходимые отступы от стены, от потолка. Но в связи с тем, что у нас ограниченное пространство, мы будем ставить вплотную к стене и с небольшим пространством от потолка. Сейчас мы накинем внутренний блок и посмотрим. Вот видите, ну куда деваться, вагон-дом не такой большой. Вот так вот примерно висит внутренний блок. Все мы посмотрели. Вот так вот тут внутри все. Далее нам необходимо сделать отверстие для вывода коммуникаций. Делаем замеры. Отверстие необходимо делать уже под углом вниз. У нас сэндвич панель, поэтому мы будем делать это все коронкой по металлу. Вот готово наше отверстие. Приступим к коммуникациям. Отмеряем 2 метра трубы и отрезаем ее аккуратно труборезом. 2 метра это минимальная длина трубы, которая должна быть между внешним и внутренним блоком. Некоторые производители уверяют, что хватает и метра. Но мы предпочитаем оставлять 2 метра. Отрезаем трубку и не забываем обработать фаску риммером, чтобы снять заусенцы.
заусенцы некотрые люди не снимают, думая, что с ними наоборот лучше. Я вас уверяю, это не так, и фреон у вас уйдет за короткий срок. Вальцуем трубку. Вот мы видим, как она расширяется. Вот, идеально. Не забываем защищать трубы от попадания в них частиц грязи, пыли, влаги. В противном случае вся эта грязь садится на компрессоре, и в дальнейшем компрессор может выйти из строя. Обратите на это внимание. Аналогично все делаем с газовой трубкой. Напомню, первая была жидкостная. Жидкостная всегда тоньше, чем газовая. Вот мы видим фаску, которую необходимо снимать триммером. Так как у нас монтаж простой, мы развальцуем трубу сразу с двух сторон. Не забываем одевать гайку перед вальцовкой. Идеально. Одеваем на трубки теплоизолирующий материал. Теплоизоляция нужна для того, чтобы не образовывался конденсат в процессе работы кондиционера, а также для того, чтобы не было потери температуры хладагента. Теперь займемся между. Продели. Займемся подключением. Если у вас в кабеле присутствует несколько одинаковых цветов проводов, то вам будет необходимо их прозвонить. Подгоняем размер. Прикручиваем. Обратите внимание, что 0 всегда синий провод.
а заземление всегда желто-зеленый. Итак, межблочный кабель готов. Теперь можно подключить медные трубки к внутреннему блоку. Для более точной затяжки лучше всего использовать динамометрические ключи, потому что можно либо перетянуть трубку, либо не дотянуть. Что первое, что второе может плохо отразиться и может образоваться утечка хладагента. Аккуратно подтягиваем. Теперь необходимо нарастить дренажную трубку. Мы для этого будем использовать гибкую гофрированную трубку. Также можно использовать любые другие виды трубок. Металлопластиковую, пластиковую, можно шланг резиновый. Для нас в данном случае удобна гофрированная трубка. Многие этого не делают, но мы стараемся обматывать всю трассу ПВХ лентой для ее защиты. Для удобства кончики, которые будут подключаться к наружному блоку, заматываем отдельно. Готово. Теперь повесим внутренний блок. Аккуратно. Вот внутренний блок висит. Приступим к установке наружного блока. Распаковываем. Так как мы уже развальцевали трубку, то просто нам необходимо ее подтянуть к кранам. Обратите внимание, мы используем два ключа. Одним ключом поддерживаем кран. Опять же, некоторые этого не делают. Это грозит тем, что внутри самого наружного блока можно повредить трубку. Теперь нам необходимо отвакуумировать систему при помощи вакуумного насоса и манометрического коллектора. Некоторые монтажники пренебрегают процессом вакуумации. В процессе вакуумации мы удаляем из системы не только воздух, но и влагу, которая губительно может отражаться на работе компрессора. Пока система вакуумируется, мы подключим межблочную связь. Межблочка подключена, вакуумный насос остановлен. Далее необходимо немного выждать и посмотреть утечки. Как мы видим, утечки нет. Теперь нам необходимо правильно открутить шланг от крана, от сервисного порта кондиционера. Для этого мы немного в систему дадим фреона, чтобы давление уравнялось.
И аккуратно снимаем шланг. Можно открывать краны. Holy sh**, where'd you find this? Теперь необходимо запустить кондиционер и проверить его работоспособность. Включаем внутренний блок. Все запустилось. Смотрим наружный блок. Наружный блок работает. Компрессор запущен. Трубки холодные. На этом монтаж закончен. С вами был Александр Рос. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Счастливо!